Тема сегодняшнего семинара – это предотвращение экологической катастрофы и террора. В данной теме я хочу в первую очередь показать технологию нейтрализации химических элементов, которые сейчас присутствуют, например, в Амуре. И здесь, на мой взгляд, необходимо рассмотреть следующую позицию управления. С точки зрения управления, любой химический элемент находится как бы в информации в двух системах. Это первая система, это внешняя среда, когда, например, в воде присутствует элемент, да, какой-либо химический, например, там бензол. И второй элемент, это когда вы рассматриваете непосредственное действие какого-то химического элемента на физическое тело человека. И в этом случае необходимо рассмотреть уже второй принцип управления. Поэтому управление будет идти по двум принципам. В первую очередь это управление внешней средой, то есть не дать возможности элементу вообще приблизиться, например, к физическому телу. И второе это непосредственно уже, если приближение наступает, то тогда сделать так, чтобы до физического тела, до уровня информации вашей, где есть физическое тело, чтобы уже дошел нейтральный элемент или вообще никакого элемента. Поэтому для бензола это конкретно следующий ряд, который учитывает два этих принципа управления, и ряд цифровой следующий. Это 7, 9, 5, 4, 1, 7, 1, 8. Можно управлять, если, например, рассматривать в синем спектре, то есть просто как бы на уровне синего цвета, то достаточно следующих трех цифр, просто 3, 7, 1, и стараться вывести синий цвет в структуру возможных контактов. Например, вы контактируете с поверхностью, где есть, например, вредный химический элемент, да? Второй элемент управления, вы работаете со светом, ну, например, жидкостью. И получается, что вот вы можете просто коротко говорить 3 числа, этого будет, в принципе, тоже достаточно. И здесь основным еще элементом управления является то, что коллективным управлением, желательно с 22 до 23, сделать управление таким образом, чтобы не допустить приближения к Хабаровску основной массы химических элементов, которые сейчас присутствуют, да, в реке, и вообще говоря, сделать так, чтобы они не присутствовали вообще с точки зрения вредных последствий, так скажем. Поэтому управление заключается и в том, чтобы влиять на социальные процессы, которые обеспечивают данную реальность, да, то есть, например, работа различных служб, но в первую очередь нужно сделать так, чтобы напрямую разложить элемент в самой массе воды. И вот это вот действие, это прямое управление, которое требует рассмотреть вообще, как устроен тот тип совокупных химических элементов, который сейчас находится в Амуре и приближается к Хабаровску. То есть в этом случае необходимо рассмотреть следующую позицию управления. По сути, химических элементов там достаточно много, и их свойства видоизменяются в зависимости от того, насколько идет сочетание, какие-то идут микрореакции. И вот для человека здесь прежде всего нужно рассмотреть, что является наиболее вредным. Например, если бензол находится там в воде больше суток, то значит свойства бензола с точки зрения проникновения через кожу, они там увеличиваются, например, да. Если нитробензол, значит, рассмотреть в парах, то это более вредная субстанция, чем, например, в воде и так далее. Поэтому задача рассмотреть как бы векторный просто вариант, то есть рассмотреть, что максимально вредно, вот, например, в текущий момент, и что вредно вообще с точки зрения информации. Потому что существует еще такой принцип управления, что мы должны увидеть ту структуру, когда, вообще говоря, не нужно эту информацию допускать, например, на территорию, где проживают люди, так скажем. То есть есть еще следующий принцип управления. Поэтому сейчас необходимо рассмотреть следующее. Начнем с наиболее, в общем-то, такого элемента
ну, скажем так, простого, одновременно более тонкого, это сделать так, чтобы сама информация, значит, приближающихся химических элементов, вредных для здоровья, не была бы, ну, как бы, той, которая вносит некую там нервозность или же вводит людей в некое неспокойное состояние. То есть нужно сначала на уровне информации эту проблему снять. Поэтому здесь, я считаю, необходимо дать гарантии любому человеку, что, например, химические вредные вещества не проникнут в его организм. Да? То есть поэтому понятие успокоить — это значит суметь нейтрализовать химические вещества. И вот мы выделяем вектор, который совокупный, направлен в сторону, например, возможного, да, человека, и уже работаем по рассмотрению взаимодействия этого химического элемента, например, с телом человека. Ведь для тела человека, в принципе, по сути, если так на отдаленном уровне бесконечного развития, не имеет значения, какой элемент вредного воздействия, например, существует, потому что для вечного развития тело человека должно быть защищено от любых возможных сочетаний каких-либо вредных ситуаций. Поэтому здесь нужно, прежде всего, выявить, так скажем, универсальный некий уровень химических вредных систем. И вот этот универсальный уровень, он выглядит на уровне оптической системы как система, ну, похожая, так скажем, на капулю. То есть вам нужно распознать систему в информации. Тогда вы будете работать одновременно и на информации, и на физической реальности. Вот система распознания, это есть система, прежде всего, выявления, как я сказал, каплеобразная форма. И если рассмотреть вот, ну, с точки зрения того, как вообще действует Бог, чтобы не было вредного воздействия, например, на человека. Да? При организации человека понятие элемента, ну, скажем так, вредного, находится на бесконечно удаленном участке вообще информации и реальности. Поэтому получается, что в данном уровне нужно выявить форму и эту форму вынести на уровне информации в бесконечную точку, как бесконечно удаленную. При этом физически место будет то же самое. И, кстати говоря, можно при этом сделать, например, там, лабораторные замеры жидкости, то есть выделив каплеобразную форму основного вектора, который может быть вреден, мы на информацию эту каплю фактически просто перемещаем куда-то в удаленную точку, а потом делаем замеры этой же жидкости. И вот это вот перемещение должно выглядеть таким образом, чтобы мы четко видели точку, в которую перемещается эта капля. То есть эта капля при перемещении не должна рассеяться, там как-то распасться, мы должны в той же форме ее доставить в бесконечно удаленную точку. Поэтому для того, чтобы переместить выявленную форму негативной информации, существует специальный ряд цифровой. И этот ряд следующий. 9, 7, 7, 7, 5, 1. То есть мы каплю переместили через цифровой ряд, и капля находится в фиксированном состоянии. Теперь нам нужно после этого перемещения, которое сделали путем очень простым, визуализации капли, и просто можно мысленно представить ряд, или там даже его написать, каплю схематично нарисовать под этой каплей. То есть мы как бы создали маршрут или некую такую дорогу, да, и реальное перемещение. Теперь нужно ее рассмотреть изнутри. То есть нам нужно рассмотреть химическое соединение изнутри. При всем при этом, то есть внутри информации фактически, при всем при этом нужно работать желательно с большими массами воды, если вот работать, например, на уровне противодействия через коллективное сознание или индивидуальное, или коллективное, например, с 22 часов до 22:08 можно работать конкретно по тому, чтобы нейтрализовать приближающие химические системы. Значит, и здесь необходимо работать локально, например, там, с точки зрения выявления в Амуре, где находятся основные системы, потому что нужно уметь диагностировать различные уровни, в общем говоря, самой толщи воды. Потому что сейчас, например, вдоль дна там большие массы продвинулись дальше, предположим, да, а поверхностное пятно, оно находится, например, там чуть выше. И поэтому получается, что нужно найти, прежде всего, концентрацию основную, где вообще основная концентрация.
и где основная вредная концентрация. И уже оттуда вот с основной толщи, например, там выделили эту каплю и вывели в структуру бесконечную. То есть для любого объема технология одна и та же. Что вы работаете, например, с одним маленьким каким-то элементом, да, молекулой, или что вы работаете с любой, в общем-то, массой информации. И поэтому получается, что здесь необходимо, значит, сделать такое действие, что вы прежде всего должны вот определиться, значит, с каким уровнем вы прежде всего работаете, то есть либо это большой объем конкретный какой-то, либо все-таки это, например, там микромолекула какая-то. То есть здесь нужно еще иметь в виду, что независимо от того, с каким объемом вы работаете, основная задача, чтобы ни одного вредного соединения не попало в организм человека. Поэтому, в принципе, можно работать на микросистеме, но получить тот же самый эффект в управлении. Ведь в конечном итоге мы получаем просто норму для физического тела человека. И поэтому получается, что здесь вот выявление, значит, задачи, это тоже специальная технология, то есть старайтесь продиагностировать и определить объем и сделать управление сначала по объему, а затем войдите все-таки в структуру выделения химического вещества и сделайте по отношению именно к химическому веществу. И вот в химическом веществе существуют разные типы управления. Значит, здесь существует принцип такой, что вы можете рассмотреть, например, кристаллическую систему, то есть рассмотреть, как устроено вещество, и суметь расщепить, например, в системе доступа к телу. То есть не просто там расщепить как таковое, а именно так, чтобы вещество не достигло во вредном аспекте тела человека. Это специальная технология, которая подразумевает, что вы должны увидеть взаимодействие двух объектов, то есть тело человека и система внешняя, например, там вредный какой-то химический элемент. Тогда получается, что если мы рассматриваем это как коллективное действие, ведь в системе, например, деструктивных каких-то систем мира существует достаточно много элементов, связанных именно с различными химическими элементами. То есть, в принципе, человек достаточно часто выполняет эту работу, но как бы автоматически. То есть он находится в какой-то вредной среде, и его сознание, душа человека постоянно компенсирует и защищается от различных там примесей, каких-то экологических проблем и так далее. И вот чтобы предотвратить именно экологическую катастрофу любого типа, нужно рассмотреть способ реакции человека, когда он, например, в естественных условиях эту работу делает, но как бы не обращает внимания. Вот для этого нужно выделить систему мышления, значит, которая как бы отвечает вот за этот процесс. И нужно рассмотреть тогда конкретно, где находится именно эта область мышления у человека. Если геометрически выделять область, например, там возле физического тела человека, это район правого плеча примерно, значит, если рассматривать, что мышление не связано вот геометрически с телом человека, то это область мышления, которая отвечает за как бы репродукцию, увеличение скорости процессов мышления. Вот, собственно говоря, вот эта точка мышления. И нам нужно работать одновременно на большем количестве систем. Это, например, я привел два элемента управления. Можно максимальную скорость вывести на уровень, например, правого плеча и работать через свечение, ну, скажем, в этом геометрическом месте. То есть мы увеличиваем структуру свечения конкретно, локально, в какой-то точке физического тела. И, кстати говоря, вот именно этот способ умения там высвечивать какие-то точки возле физического тела, это эффективный способ для того, чтобы противодействовать каким-либо экологическим проблемам. То есть, если вы находитесь, может быть, просто в любом месте, и вы начинаете ощущать, что идет давление по экологическому параметру на физическое тело, тогда можно давление снять просто путем интенсивной как бы засветки определенного участка кожи, предположим. Лучше работать возле физического тела, то есть не фиксируясь на физическом теле или там на коже. Поэтому здесь получается, что в данном случае вы просто-навсего концентрируетесь в районе правого плеча и начинаете держать управление таким образом, что просто увеличиваете концентрацию серебристого цвета в точке.
эта точка начинает постепенно расширяться, и внешний импульс нейтрализовывается. То есть фактически вы вступаете в противодействие на уровне, ну, собственно говоря, двух как бы диаметрально противоположных, но в общем-то достаточно равных систем. Ведь внешняя система, например, система химического поражения человека, она рассматривается как система такая, которая имеет некий ресурс, да, силовой, и может, например, с точки зрения этой системы, если рассматривать, ну, понятие может там в кавычках, если рассматривать просто, там есть объект информации человек, есть объект информации химический элемент, и химический элемент пытается нанести вред человеку, да, другому объекту информации. Вот идет противоборство фактически между двумя системами, элементами информации. И вот нужно изучить это свойство, то есть нужно рассмотреть напрямую, то есть прямым зрением смотреть, что из себя представляет эта система. И вообще говоря, в любом управлении важно рассматривать, конечно, элемент, например, взаимодействия, или если есть противодействие некое, то получается, что вот именно основные векторные линии, которые идут в вашу сторону по неблагоприятной линии, их нужно уметь рассмотреть и уметь противодействовать прямо. То есть смотреть, что основное свечение идет прямо на вас. То есть, ведь действительно так, если есть химически вредный элемент, он действует на организм, тогда получается это прямое воздействие на вас, на вашу личность, на ваше физическое тело. Это как бы, ну, вид, так скажем, прямого воздействия, поэтому нужно рассматривать, где это воздействие на уровне как бы личностных аспектов управления. И вот когда вы увидели элемент управления, то можно увидеть, как система, вообще говоря, внешне работает. Например, если есть у человека, ну, практика определенной работы по излечению, если заболевание рассматривать, да, то заболевание имеет часто более там какую-то, может быть, сложную систему в виде временных аспектов, в виде там элементов связи, там, причин и так далее. В случае химического воздействия, как правило, система имеет просто очень большой объем на информацию. И вот распознание системы – это выявление объема. То есть вот внешнее свечение этой информации выглядит так, что если рассмотреть как бы элементы света, которые хаотично, ну как пчелы условно, двигаются в каком-то объеме, и характерный звук, кстати, существует на, ну, скажем, на скрытом слухе, значит, как некий элемент множества таких зуммеров. Вот вы должны это место определить, где находится эта информация. То есть, если есть система вредного воздействия, не обязательно, что она прямо здесь находится. Она может находиться, основной активный участок, просто с точки зрения противодействия информативной системы, может находиться в отдалении, хотя основной блок, как бы, он выявлен в виде вот таких элементов света, которые имеют, ну, некую вибрацию по типу зуммера ближе, вот некое такое технического аспекта жужжания. То есть надо на слух еще определить это место. И вот как только вы определили это место, вам понятно, да, система зафиксировалась. Надо иметь в виду, что информация внешней системы, то есть вредный химический элемент, фиксируется, когда вы определяете практически точно как бы конфигурацию в динамике. То есть больше ничего другого нет. Как правило, химическое воздействие, оно очень так как бы, ну, элементарно отличается там, 2-3 основными импульсами, и все. То есть ничего там нового искать не надо. Достаточно просто рассмотреть основные системы, которые наиболее вредные. И вот когда вы начинаете на это смотреть, дальше самым основным уровнем управления является найти собственную прогностическую базу. То есть увидеть свои собственные события в будущем. Потому что в системе управления, ну, противодействия при химических, скажем, воздействиях нужно четко определяться, прежде всего, с конструкцией прогностического управления. Потому что химический элемент, он же достаточно рассеян, и концентрировать внимание, постоянно выбивать там какой-то элемент из какой-то среды или из воды, это очень сложно, может быть, ну, долго просто, например. Поэтому можно этим заниматься первое время, когда вот идет активная фаза, а позже, когда уже какие-то микровещества, но они тоже могут влиять, например, отрицательно. Поэтому нужно действовать в любом случае, даже когда активная фаза влияния возможных химических веществ, нужно видеть в будущем тот участок события, где вы себя нормально чувствуете, то есть вы здоровы.
При этом определение этого события – это динамическая характеристика. Нужно четко видеть в информации, где вы живы-здоровы и как перемещается это управление. То есть вы должны видеть элемент своего сознания, который включает все структуры реальности, то есть вашу личность, физическое тело, информацию физического тела, имеется в виду, или же любые другие аспекты ваших действий, но прежде всего, конечно, именно информацию физического тела. Вот мы пришли к тому, что информация физического тела – это специальная, скажем так, область, да, даже можно сказать, некая точка информации, правильно, значит, ну, так скажем, передвигая или там распределяя которую, концентрируя которую, вы делаете воздействие недоступным. И получается, что здесь нужно в этой массе информации, вот у вас есть, с точки зрения, там, скажем, противоборства системы, некого химического элемента, есть система многих структур света, да? Даже если там это будет, ну, очень там вредный какой-то элемент, все равно он в информации имеет какое-то место. И вот если вы начинаете свою информацию отделять, то есть уводить от точки, ну, в общем, некой такой системной концентрации этого вещества, даже вот можно видеть, научиться нужно видеть, как двигается внешнее вещество. То есть какое-то время придется постоянно наблюдать, где находится вещество информации. И либо за счет управления уже отодвигать от себя, то есть можно не двигать свой элемент сознания. Вот с точки зрения Бога в элементе сознания, естественно, может быть информация физического тела, души, например, духа и так далее. Поэтому нужно здесь иметь в виду, что вот понятие движения, это все-таки на уровне физическом означает вот, ну, некое понятие там, близкое к тому, как происходит уровень, ну, сопротивления, да, воздействия на систему, чтобы она не была вредна. То есть это активный процесс. И поэтому на уровне физических процессов можно, ну, в общем-то, стараться не реагировать на то, что, вот, например, внешние какие-то параметры быстро меняются, вы там на уровне информации ведете управление, а на физическом уровне старайтесь постоянно, ну, так скажем, смотреть на свое физическое тело через отраженный сигнал. То есть способ следующий. Физическое тело излучает некий, значит, информативный сигнал событийный. Это не аура, а просто обычный вариант, так скажем, информации, который соответствует, например, действию физического тела. Выглядит это обычно светло-синий, там, с какими-то такими более светлыми оттенками уровень, и он является уровнем обобщенным. То есть это свечение одновременно идет от тела, души, духа человека, сознания, а не от отдельного элемента какого-либо соответствующего личности человека. И вот сигнал, который идет, он должен обладать свойством, что в этом сигнале вы понимаете, что происходит с телом. То есть в этом управлении вы должны четко понимать, что происходит с телом в любой момент времени. Там микросекунды и так далее. Но время обладает не только там физическим смыслом, предположим, микросекунды, да, а оно обладает свойством непрерывности. То есть вам нужно добиться того, чтобы физическое тело было у вас под контролем в любой момент времени, даже если мы рассматриваем время как величину, которая развивается, например, в сторону непрерывности именно. Вот есть такой параметр управления, то есть человек является, так скажем, практически здоровым, когда его время развивается в сторону непрерывности, там, времени для самого организма, можно так выразиться. Тогда получается, что мы имеем здесь в данном случае следующую конструкцию управления. Во-первых, мы перемещаем элемент сознания, чтобы он не был подвержен внешней какой-то негативной реакции или негативному воздействию. При этом нужно рассматривать все-таки любые химические элементы вредные в первую очередь, потому что ведь с точки зрения макроспасения нужно добиться того, чтобы не было там бактериологической войны или там химического поражения с использованием там оружия именно массового поражения, где есть химический элемент. То есть нужно рассматривать все связи. И уже дальше, когда уже есть конкретная характеристика, что перед вами, старайтесь все-таки диагностировать и определять, что за вещество все-таки на вас действует, может действовать, да? Но на информацию, получается, это активное вещество, оно пытается как бы действовать, да, на ваше здоровье, на вас лично получается и так далее. То есть у вас и так достаточно много забот, еще вот вы вынуждены, например, отвлекаться на то, чтобы нейтрализовывать какое-то
там, химические элементы. И надо к этому отнестись как к системе, которая существует в системе связи не потому, что там откуда-то куда-то слились какие-то отходы, или там был вариант аварии или взрыва, а потому что вот возникла система, которая начинает на вас влиять. Значит, и получается, что вы должны, соответственно, нейтрализовать там негативное влияние системы. То есть вот надо еще таким образом рассматривать систему связи. Вот, например, сам элемент, который там находится, понятно, что там проактивирована была предварительная ситуация некой аварии, да? Тогда посмотрите связи, посмотрите структуру мышления всех людей, которые вообще какое-то отношение имели к первичной системе этой аварии. То есть почему возникла эта ситуация, и рассмотрите всю историю жизни этих людей. Посмотрите все системы мышления, которые были там, например, с рождения или с создания этих людей. То есть почему так получилось, что в результате, например, того, что некий там инженер просмотрел какой-то сигнал и возник взрыв, да? Кто за это вообще отвечал? То есть нужно найти этих лиц не потому, что там речь идет о том, что нужно каким-то образом выделить, предположим, их некую негативную фазу. Наоборот, нужно постараться понять или там помочь этим людям, постараться понять, как через них прошла вот эта система по химическим проблемам, да, то есть и здесь получается, что они как некие звенья в определенной системе связи, и в связи с этим нужно о них знать абсолютно все. Вот в защите от террора, любого экологического террора, нужно знать абсолютно всю ситуацию, которая связана с той стороной, которая может быть источником террора. И поэтому здесь в первую очередь придется, так скажем, проследить всю систему мышления, которая накапливала негативный фактор данной ситуации. И структуру мышления вывести на уровень нормы. То есть делается, кстати, это очень просто. Все равно эта информация прошлого, то есть она никак не заденет, например, действующих лиц, так скажем, да, наоборот, улучшит их здоровье, они тоже люди пострадавшие. Нужно просто рассмотреть вектор движения мышления, вот негативного фактора, то есть посмотреть, почему мышление негативного фактора в свое время проявилось. Например, что там было у этих людей в структуре их мышления. Значит, если там язык другой, да, старайтесь видеть прям мышление на другом языке, а потом переводите на уровне перевода, например, там, на русский, на тот язык, на котором вы воспринимаете, и так далее. Поэтому здесь получается, что вот важно видеть детали, вообще говоря, оттенки языка. В структуре мышления имеет значение вибрации, тона, полутона и так далее, раздраженность. Может быть, в общем-то, лояльная некая мысль, но раздраженность, да? И сигнал проходит дальше уже на специфику деятельности. То есть, значит, просмотреть все моменты, которые относились к структуре организации этой ситуации. А потом просто механически, геометрически, как правило, выявляется так, например, взять, ту же самую каплеобразную форму, да, но наоборот, там, скажем, само развитие капли вниз, как обычно, по силе тяжести. И кончик этой капли, конусообразная такая система, значит, вершина конуса закручивается в сторону вашу. Вам нужно просто эту вершину механически восстановить и выровнять в норму по вертикальной линии. Основное добиться вертикальности процессов нормирования, так скажем, пространства-времени. То есть рассмотрите структуру связи, возьмите карты местности и рассмотрите структуры, как они должны быть по вертикальным линиям. И вот где идет изменение от уровня вертикали, добивайтесь нормирования, то есть приводите структуру в норму. И в связи с этим здесь важно еще увидеть в прогностической фазе, каким образом тогда дальше вы начинаете развивать управление для себя. Вот человек, который живет в прогностическом уровне контроля, то есть он понимает, что происходит управление за счет прогностики тоже, такой человек начинает учиться видеть вообще все связи своего организма, например, со всеми системами информации. Тогда получается еще проще, вы можете видеть не просто там какой-то негативный уровень, а можете заблаговременно восстанавливать управление, то есть доводить до нормы, подготавливать организм к тому, чтобы какую-то ситуацию преодолеть.
И вот эта система концентрации по преодолению какой-то ситуации, она переносится уже на структуру физической ткани организма. То есть, если в первом случае вы смотрели элемент сознания и двигали, чтобы преодолеть управление, то в случае, когда речь идет об организме человека, вам нужно сделать таким образом, чтобы вы смогли видеть, вообще говоря, все связи в реальности. То есть как вообще организм формируется с точки зрения физиологии, то есть находиться в уровне понимания, осознания того, как организм человека, то есть ваш, да, в первую очередь в данном случае, а вообще говоря, речь идет о любом человеке, как организм вообще создается, как он в сфере информации двигается, там, развивается, каким образом происходит наличие вот этих связей, где организм создается в движении, например, вашего мышления. Такая простая задача. Если взять, рассмотреть вашу мысль и посмотреть, одно дело, когда она работает просто, вы там решили пойти в магазин, да, куда-то, мысль имеет локальную форму, она работает как, например, сфероидальная область, которая, в принципе, движется, например, в сторону, куда вы идете, на пространстве, вот именно в управлении. А если вы работаете с точки зрения создания организма, то есть постоянно увеличиваете ресурс действий, когда вы организм практически реализовываете, так скажем, можно такую фразу привести, тогда человек перестает стареть, там, болеть и так далее, преодолевает ситуации, то есть это вот некое состояние, когда вы четко понимаете, что нужно сделать, чтобы была норма. Тогда получается система мышления такая, что мысль находится фактически внутри физического тела, в этом разница. Вот когда мысль, то есть соединена с телом, вместе, в том месте можно визуализировать мысль, где находится физическое тело. И в этом же месте можно рассмотреть действия души, например, да, духа и так далее. И тогда получается, что мы можем технологически понять, в каком случае мы организм фактически как бы создаем. Реально это и есть, кстати, процесс создания просто, причем такой четкий и прямой. Или же мы пользуемся тем, что уже создано, да, и мыслим, например, с точки зрения как мышления как следственный процесс. Разница вот только в положении самой мысли. И получается, что если мы с точки зрения того, когда организм создается и мысль находится, например, в контакте, так скажем, да, с физическим телом, фактически это как один из видов свечения тела выглядит тогда мысль, то тогда она обладает свойством достаточно, большей степени проникновения в организм человека, так скажем, взаимодействия с тканью человека, то есть более гармоничная среда, и мысль не выявлена как система жестких параметров. То есть человек знает, что происходит ему в области гармонии достаточно спокойно, он уверен, он просто знает, что делает, но при этом он как бы не продумывает, да, ситуацию. Некое такое автоматизированное знание, условно говоря. По сути, это мышление через тканевую систему. То есть мышление не каким-то там отдельным органом, а система мышления, которая воспроизводится через клеточную структуру всего человека. Тогда получается, что ведь на уровне мысли-то вы обойти химические элементы, конечно, можете. То есть просто вот допустить мысль, что вы берете и обходите химический элемент. Тогда такой химический элемент к вам не попадает. То есть либо вы своевременно, самый такой простой механический элемент, понимаете, что не нужно что-то делать, да, предположим, и, значит, вы понимаете, почему там, например, увеличена токсичность. И второй элемент, вы начинаете работать, вот у вас есть время, вы начинаете работать, начинаете нейтрализовывать, и тогда, в случае, если вам все равно приходится пользоваться, бывают случаи, когда в любом случае нужно пользоваться каким-то предметом, да, там, какой-то водой и так далее, и при этом вы продиагностировали, что там есть вредная какая-то химическая примесь, тогда, получается, нужно делать следующее движение. В первую очередь, выделить осевую систему, так скажем, вредных веществ, неважно где, на одежде, в воде, там, где угодно. Надо выделить осевой спектр. Это, в общем, как бы засвеченная линия, которая существует в виде такого конкретного свечения. И внутрь этой оси быстро ввести свой, похожий как бы на стрелу, импульс управления. То есть нужно, чтобы внутри этой осевой системы была ваша как бы шарнирная система. То есть то, на чем держится ось, фактически это ваше управление.
тогда, в общем-то, вы должны, естественно, еще раз проверить, что вы сняли какие там вредные реальные элементы, например, с воды, и потом начинаете употреблять эту воду, да? Но учитывая, что вода все-таки была такой, что вы видели какие-то вредные свойства, вам нужно будет потом, позже, все-таки проследить каждый элемент этой воды, где он находится в вашем теле. И уже, если нужно, вывести остатки этой информации уже из тела человека. То есть вам нужно постоянно отслеживать следующий параметр. Если вы где-то столкнулись с ситуацией, что контакт с вредной системой был, то тогда получается отслеживание последствий этой информации может быть еще занять какое-то время. Не только один раз вы расформировали, получили нейтральную среду, даже можно лабораторным способом замерить, и, в общем-то, там не будет никаких проблем. Действительно, вы, например, перевели воду в норму, да, управлением. Но ведь все-таки оптический уровень управления – это волновой процесс, и информация где-то хранит свойства негативных параметров. И вам нужно найти, где это находится в управлении, то есть на каких клетках организма эта все-таки информация, например, там могла бы отразиться. И эти клетки просто довести до нормы в информации. То есть эти клетки у вас, конечно, будут совершенно здоровы, просто вопрос в том, что вы должны еще поработать с информацией после действия, так скажем, вредной системы. После того, как вы уже вывели, дальше уже там больше заботиться не о чем в этом плане. То есть вы как бы проверили, например, там, довели до нормы саму информацию управления, и все. Дальше вы можете уже, ну, как бы действовать уже с накопленным опытом, но здесь существует один такой элемент управления. Вот при химических системах поражения организма человека каждый следующий элемент, он учитывает все, что достигнуто вот в опыте, да, человеком. Просто нужно уметь протягивать к следующему уровню, где-то учитывая вот свой опыт, да, вот то, что вы смогли нейтрализовать более ранние системы возможного поражения организма, но где-то нужно действовать все-таки ситуационно, мгновенно. То есть внешняя система, которая как система противодействия действует на тело, она работает таким образом, что сначала она проявлена более ярко, так скажем, да, но столкнувшись эта система с тем, что вы нейтрализовали, например, вредные аспекты действия, она начинает видоизменяться. То есть при, кстати, той же концентрации управления, да, при тех же мотивах управления, все равно идет уменьшение, вообще говоря, самой среды. Нужно уметь видеть, где находится среда управления. Вот среда управления, она уменьшается и становится по вертикали ниже. То есть каждый следующий вариант взаимодействия с системой наполняет ее большим весом. То есть надо иметь в виду, что при первых уровнях нейтрализации, чтобы в дальнейшем опознать систему, она может находиться ниже, и плотность, как бы удельный вес вот, информации, да, может быть больше. Хотя она более инертная, значит она менее вредная получается, но тем не менее вы стараетесь определять такую ситуацию, что даже там малоактивная система, ну как бы не обладающая, получается, какими-то свойствами самоорганизации, так вот с точки зрения там, внешнего контроля, тем не менее она обладает свойством выполнения там, первичного импульса действия. Да? Вот если вот распределить ситуацию так, что вот есть человек и есть то, что вредно, да, для человека, то любые химические вещества, которые по разным причинам производятся, но если они вредны, вот этот компонент вреда возможного, он все-таки существует как свойство системы. И получается, что мы здесь должны очень четко видеть, что взаимодействие с такой системой это есть, ну, определенный вид некой, так скажем, борьбы такой своеобразной. По сути, часто это такая прямая борьба на уровне информации, где вы доводите до нейтрального там уровня любую систему. Кстати, это же относится в общей такой постановке к тому, что вот там можно противодействовать любому виду там возможного террора. Просто следственные системы могут быть уже разные, там, ну, другой тип, да, возможного действия. Поэтому здесь важно еще находить общесистемные подходы.
То есть не потому, что это некий химический элемент там, или какая-то иная ситуация. Вообще тело человека с точки зрения вечного развития должно быть защищено от какого-либо воздействия вредного. И поэтому с точки зрения вот именно устройства мира в бесконечном уровне управления, здесь получается, что как раз таки нужно, я считаю, периодически, когда у вас есть время, рассматривать процесс системного плана. Вот почему эта система так отработала и где сейчас ваше управление находится. То есть стараться, значит, воспринимать информацию таким образом, что вот, как бы задавая вопрос, почему такое действие, вообще говоря, происходит, да? Из каких вот побудительных структур этой внешней системы эта ситуация прошла. Например, вы занимаетесь там макроспасением, вы помогаете людям, и когда начинается противодействие, то как такое происходит, например, вот надо периодически как бы останавливать процесс управления и осматриваться. Останавливать не просто как бы в виде там жесткой остановки, а приостановить, чтобы шумовых эффектов было меньше, информацию смотреть, наблюдать внимательно. Если хотя бы один вредный элемент, который может через миллион лет он может быть вредный, да, но он где-то начинает опять фильтроваться, надо найти его траекторию и изучить с тем же качеством, с которым вы изучаете любую сложную систему. То есть если вот поле управления требует этого, оно должно быть полностью очищено от любого вредного воздействия. Таким образом, когда вы такое очищение сделали, дальше уже идет управление на духовной сфере. То есть то, что я говорил сейчас, это больше управление через структуру сознания, на логических фазах управления. Там определенная оптика света и так далее. То есть здесь нужно иметь в виду, что логическим уровнем часто приходится противодействовать там, наиболее активным системам. То есть логика дает жесткое, как бы фиксирующее контруправление, и тогда просто управление идет быстрее. А вот уже на духовной сфере вы начинаете работать, как бы заполняя ниши, где вы провели работу. Вот это уже следующий уровень работы, то есть вы визуализируете спектр духовного управления и переводите это управление практически на уровень, значит, тех ниш, где вы как бы выглядит так, что возникают области, которые как бы вы выдавили от себя, подальше их отставили, вредные области там, химического воздействия. И эти области между физическим телом и информацией внешней среды, они как бы выглядят как незаполненные с точки зрения духовного действия, потому что вы больше работали на логике, получается, нужно внести духовное действие. Как строится химическая формула? Она строится на уровне логики и каких-то, например, там, процессов, которые могут привести к реакции. Да? Поэтому здесь то же самое, вы должны фактически знать свойства той системы, то есть должны на уровне управления уметь синхронизировать свои действия. Поэтому вы заполняете духовным действием, а вот дальше начинается уже действие статуса души. То есть вот здесь вот, кстати, есть один такой своеобразный параметр управления, то есть логически, скажем, умозрительно, можно сказать, что проще было бы так вот с точки зрения аналитики действовать сразу душой, и тогда получается, что душа-то все равно в норму приводит, да, управление, но ведь химический элемент, он не виден вот, на уровне, там, скажем, визуализации часто, физическим зрением, поэтому душа действует уже фактически в проверенной системе абсолютно чистой информации. Здесь надо учесть, что душа не должна быть подвержена, например, первичному уровню там, химического воздействия, кстати. Вот здесь важный элемент, что работа душой проводится в области, которая совершенно спокойно, чистая и очищена от всех элементов управления. Тогда это в общем, вот, достаточно конкретная гарантия, что тело находится вне химических каких-то элементов управления внешних, да, и душа контролирует на уровне логики или там разума души, так скажем, и интеллектуального разума души, то есть тонкого разума души, контролирует тело изнутри как бы. Вот, но здесь вот надо четко видеть, что в этом случае, если спросить, где находится основное управление души, то ясно, что где-то внутри, там, где в физическом теле или в глубине проблемы и так далее. То есть это как бы внутреннее управление, которое гарантирует стабилизацию и которое является основным гарантом, если вдруг
какой-то химический импульс все-таки начинает двигаться более интенсивно, тогда свет души возникает как бы сам собой. Вот обратите внимание, начинает свечение участков души, и душа, повторяя контур тела человека, потом концентрируется в одной точке, поэтому есть разные позиции, да, что душа имеет либо форму тела или форму там, одной точки, которая излучает свет. И дальше уже идет противодействие какому-то вредному элементу. То есть душа, конечно, обладает свойством такой реакции, но она прорабатывает в этом случае только когда все другие системы проработаны. Вот, кстати, в случае радиоактивного, например, поражения возможного, душа работает по очень, ну, если так может слово такое сказать, как работает. На самом деле здесь речь о том, что она развивается, работает здесь больше как бы внешняя информация, а это действие души осуществляется в плане больше вывода этого импульса по наиболее сложной траектории. То есть, значит, работа происходит, так скажем, само действие, где есть работа внешней темы и действие души, происходит таким образом, что радиологический вредный импульс, попадая, например, даже на какую-то ткань, на клетку человека, пропускается в межклеточном уровне сначала, если не очень сильный радиоактивный фон, и уже дальше захватывается уровнем души и выводится с точки, где находится. То есть тело человека способно пропускать радиацию в небольших микродозах. Ну, это ясно, что небольшие не вредные, и считается, что они как бы просто не накапливаются. А вообще можно проследить, как они пропускаются, эти элементы радиоактивные. И вот если мы начинаем думать о том, каким образом, ну, скажем так, радиоактивную систему, да, как вот работа души по нейтрализации радиации, там более, казалось бы, сложные процессы, там менее там, фиксируемые или там, менее видны, или они как бы сложны, то можно рассмотреть такой принцип, предположим, взять, например, какой-то химический элемент с радиологической функцией, например, если взять изотоп хлора, который где-то раз в 45 минут дает там импульс, и можно рассмотреть, что сам химический элемент воспроизводит, да, какой-то импульс в периоде полураспада. Получается, что элемент связи импульса и самого химического вещества – это структура, которая очень четко контролируется сознанием. Даже на уровне там, счетных систем четко установлено время, да, например, каждые 45 минут. Если мы начинаем в эту систему входить и уже связку эту начинаем сдерживать, то есть не происходит этого импульса, то мы видим активную фазу влияния сознания на как бы двухкомпонентную систему. Хлор, там, изотоп хлора, радиологическая система или просто элемент химический. И вот здесь важно видеть, что если подходить, в общем-то, на уровне больше логики, где вот именно интеллектуальные системы работают как системы поиска, то есть вводить поисковые системы. Когда человек думает над какой-то задачей, он проникает вглубь, да, в этой задачи, в некое содержание. И это может быть совершенно несложно, то есть не ощущаться некой сложности в мышлении, там, что это вообще сложно. Но тем не менее, вот именно интеллектуальный поиск решения, часто это решение, которое защищает вообще от всех ситуаций. То есть надо уметь здесь стараться, ну, как бы определять систему выборки, вот над чем вам нужно думать, и стараться продумывать ситуацию дальше. То есть есть один простой еще элемент управления. Если вы исчерпали как бы, да, все системы противодействия, видите, что вы, ну, в общем-то, нормально компенсировали ситуацию, но у вас на уровне, например, там, души есть некое принятие сигналов там, в будущих событиях, то нужно переходить к тому, чтобы анализировать какие-то системы, которые практически выглядят как система, например, ну, в виде, предположим, возможно, неактивных, но с которыми вы работаете. То есть нужно увеличивать процесс мышления. Вот пока вы не убедились в том, что на физическом уровне совершенно все в порядке, вот делаются там какие-то лабораторные заборы, и вообще говоря, уже совершенно спокойная ситуация, логический уровень мышления, уровень увеличения там, скорости мышления желательно держать до того, пока вся коллективная среда на уровне информации не придет в норму. То есть здесь уже получается, что достаточно только
промысливать и находить какие-то связи, которые, возможно, могут привести к следующему событию или к подобному событию, или заниматься аналитикой того, как вообще добиться того, чтобы не было такого события. Например, это другая страна, там, в общем-то, юридически каких-то мер воздействия, получается, практически особых нет. И, ну, например, под видом некой аварии там можно, получается, сливать достаточно много каких-либо таких проблемных веществ. И повлиять на сам фактор слива можно, получается, только ситуационно, то есть продумывая вперед, что эта система может из себя потом еще сделать в будущем. И стараться уже работать с этой системой, то есть не дать возможности ей развиться в эту сторону. И вот когда вы начинаете работать уже так, то дальше уже проще, потому что уже вы компенсируете возможные события будущего и в основном работаете с информацией прошлого. И вот здесь выделение фактора работы с прошлым заключается в том, что, во-первых, нужно прошлое фиксировать в наблюдательном аспекте, то есть сначала понаблюдать за тем, что происходит с информацией по факту ваших прошлых действий или событий. И вот это, ну, некое такое секундное наблюдание, если вы наблюдаете через как бы структуру словесной фазы, да, то есть можно работать еще словами. Например, делая наблюдение вот по фактору там, действия вещества, то есть можно работать даже через замену букв, да, например, наблюдение буква Е после Д, то есть мы начинаем работать через пролонгированную систему звука. То есть работаете любыми свойствами доступа, чтобы увеличивать структуру, значит, так скажем, наблюдающего, то есть фиксируете элемент, задерживаете элемент управления как-то словесно и так далее. И вот когда вы уже приходите к тому, что вы там научились там рассыпать этот элемент, возможно, там деструктивный, вы видите, что знания, ну, вот, с которыми вы работаете, они непрерывно, конечно, передаются всем людям. Постарайтесь увидеть, как вы передавали, ну, когда вот работали и были сконцентрированы на самом процессе управления, как шла передача знаний другим. То есть найдите эти участки, потому что в управлении именно по противодействию химическим каким-то элементам, вредным для здоровья, здесь вот именно передача информации, как правило, это очень узкие участки информации, то есть это конкретные траектории передачи. И выглядят в виде, ну, неких таких каналов связи, которые часто не длинные, находятся в каком-то месте. То есть найдите эти участки и сделайте их доступными для других людей. Тогда, в принципе, вот, защищая одновременно других людей, вы видите, что ваше управление тогда становится, например, там, абсолютно устойчивым или там, более устойчивым. Но в условиях того, чтобы импульс как бы радикально вредный для здоровья, чтобы не прошел, вы должны быть, конечно, абсолютно устойчивы. Поэтому получается, что здесь само управление, оно таково, что если вы, например, ну, видите там, отдаленную реальность таким образом, что та система, которую вы видите, построена, ну, в том числе на том, что вы где-то познаете, что-то познаете конкретно, да, можно, увидев там в бесконечном развитии себя или там, ну, тех людей, которых вы хотите, вы видите, что есть системы, которые, например, в каждом конкретном времени можно познать, да, вот, то есть, чтобы достичь какой-то одной ситуации в будущем, нужно познать там что-то одно, предположим, там, в профессиональном уровне управления. Но здесь вот ну, важно очень увидеть, каким образом вы сможете, после того, как вы сделали эти все управления, рассмотреть и фактор движения по отношению к вам вот, информации вашего будущего. И вот здесь важно именно, именно когда вот речь идет о том, что в химическом уровне там, возможно внешнего воздействия, вы должны увидеть структуру таким образом, чтобы внешнее управление, идущее к вам, оно было сбалансировано с точки зрения того, что любой импульс благоприятный, который к вам идет, он развивается в бесконечность, потому что вы можете, так скажем, инициировать это развитие волевым усилием, и импульс, идущий к вам, становится бесконечным. То есть
вы создаете бесконечные фазы вашего собственного будущего с точки зрения событий. То есть события могут быть абсолютно благоприятны, а вот именно внешние системы, то есть этот импульс, идущий в бесконечную фазу. И вот когда вы начинаете таким образом видеть, это на уровне управления выглядит как то, что строится фактически в восьмерке. Например, там простой способ управляющего ясновидения прогностического типа, чтобы этот аспект рассмотреть и этот способ этого ясновидения реализовать, можно просто восьмерки в информации ставить по горизонтали, ближе к знаку бесконечность. И если мы начинаем в золотистом цвете эти системы реализовывать на уровне именно отдаленных событий, то получается, что мы имеем практически следующий элемент, что там логического плана, например, там сам знак бесконечность как-то переплетается с информацией бесконечности. И вот получается, что мы имеем управление такого типа, что если этот знак бесконечности находится, как пишется на бумаге, предположим, просто в горизонтальном уровне, то он начинает действовать на уровень того, что химических элементов в системе управления, то есть он фактически очищает. Если мы ставим его вертикально, например, то есть поднимаем лист бумаги, то получается, что мы видим более детальные события. И вот если работать с этим знаком, можно увидеть систему конкретных событий, например, как химический элемент направляется в вашу сторону, например. Какой конкретно химический элемент двигается в вашу сторону, и при этом вы можете именно этот элемент остановить. И дальше, кстати, если вы это делаете для себя, то вы потом четко видите, что вы делаете для всех других. Поэтому сейчас нужно сделать такое управление. Вы возьмите знак бесконечности горизонтальный, вертикальный, и возьмите что-то близкое к числу 8, и постарайтесь в структуре пересечения просто увидеть элемент, который движется в вашу сторону, и за счет просто движения этих восьмерок нейтрализуйте. То есть можно работать всего лишь одним числом, восьмерка. Потому что в бесконечном развитии, там же все достаточно конкретно, канонически, то есть там чисто, и поэтому надо стараться работать именно бесконечной величиной. Вы сейчас поработаете, я поработаю вместе с вами. И конкретно по вашей задаче, которая сейчас в Хабаровске. Когда работаете, делаете такое управление, работайте прямо сейчас по ситуации в зале, например, То есть очищение не только от вредных каких-то возможных веществ, то есть работаете просто по тому, чтобы токсичную фазу снять, например, по дезинтоксикации, по снятию любых токсичных систем, которые присутствуют, например, у вас в организме. Или у людей, с которыми вы будете работать. То есть прямо работаете конкретно по своим задачам, например. Есть коллектив в зале, прям по задачам коллектива сначала. И здесь еще надо иметь в виду, что токсикологическое воздействие, когда именно фаза токсичности, возможно, высокая, или бактериологическое воздействие, то человек вынужден сразу реагировать на то, что он должен сделать защиту, например, своего организма. Здесь фаза макроуправления как раз таки и входит в возможности вашего организма по самозащите. То есть умение сконцентрировать управление таким образом, что вы правильно принимаете решения, и именно эта информация, идущая, например, в макродоступ, именно она практически и решает вопросы
спасения, потому что правильное действие, там, быстрое действие – это очень важная величина в противодействии химическим элементам поражения человека. И в связи с этим здесь важно четко очень видеть, что в этих условиях важным элементом является быстрота реакции. То есть человек должен фактически мгновенно, даже с опережающими темпами, более чем мгновенно среагировать на возможное химическое поражение. Ведь химическое поражение это часто или очень быстро, или незаметно. Если это делается, например, один из факторов в случае использования в терроре, это делает, например, сознательно какое-то физическое лицо, предположим. Тогда получается, что здесь нужно еще уметь распознать его мышление с самим химическим элементом. То есть как связано мышление, как он планирует действия и как он пытается ввести, предположим, химически вредные элементы. Здесь важно еще видеть, что в случае это, некой аварии по неосторожности, это один стереотип мышления, там достаточно просто выгнуть управление в норму. А в случае, если в этом заинтересованы, третьи лица, предположим, то получается, что здесь тогда нужно работать по-другому, нужно смотреть, каким образом они инициируют эту структуру, что в этом случае происходит, Если какие-то убытки, кому это может быть выгодно, например. И посмотреть, нет ли, например, специальной системы развития такого хода событий, то есть в плане усиления, в плане нахождения обычной, в общем, следственной практики, нахождения тех лиц, кому может быть это выгодно. И тогда уже идет взаимодействие с лицами, которые действуют сознательно. Такой элемент, что человек действует сознательно, усугубляя, затягивая эту ситуацию, ведь в коллективном сознании нужно сделать так, чтобы она была разреженная, эта ситуация. И тогда получается, что если мы рассматриваем, с той точки зрения, что, возможно, там нет никакого страхового варианта, или страхового случая, то, например, мы рассматриваем, какие вообще категории возможны, которые могут поддерживать эту информацию в коллективном сознании. Ведь все держится в конечном итоге на системе коллективного сознания, любой даже химический элемент, куда включено сознание Бога. Поэтому получается, что в коллективном сознании, где есть сознание Бога, мы можем вообще взять этот объем, который соответствует именно воспроизводству этих систем, и просмотреть, как вообще все связано. То есть, например, в более раннее время кто-то сознательно применял против людей химические системы поражения. Рассмотреть всю структуру их мышления можно. Это недолго, 3 секунды у вас вся информация уже есть, от силы 3 секунды. То есть старайтесь работать быстро. И посмотреть в центральных точках, что мотивировало их более раннее действие, кто использовал химическое поражение против людей. То есть где эта информация вообще геометрически находится. Часто не обязательно даже мотивировка, потому что не суть важна. Иногда сама система мотива, так скажем. А в этом случае важно, что система активных действий находится в личности человека. Тогда получается, что здесь важно уже работать, как, например, в случае, если есть некий просто у человека противник, он должен тогда контролировать, еще при всем при этом, так как мы делаем макроуправление, макроспасение, противнику нужно еще давать обязательно благоприятные события, хорошее здоровье, и во всех этих ситуациях он должен не успеть нанести, например, какой-то вред вашему организму. То есть вот здесь надо исходить из того, что вам нужно уметь в системе управления делать существенно больше, видимо, импульсов управления, так скажем, ваша система управления должна быть многоимпульсная. Например, в случае террора с использованием химических элементов, если террористом является какой-то человек, и он использует какой-то химический элемент или бактериологический, как-то в прессе появился информация, что кто-то использует уколы просто незнакомых людей, прокалывает какими-то уколами и так далее. И вот, скажем, некий злой умысел, если мы рассматриваем. И тогда получается, что здесь мы должны понимать, что в условиях этого управления нужно просто
делать как можно больше импульсов, стабилизирующих, вот, прежде всего, как бы внешнюю систему, где есть элемент мышления этого человека с неким там злым умыслом, скажем так. И второе, естественно, отслеживая свое личное положение информации, чтобы вы не пострадали, вы должны стараться уже дальше, логические какие-то меры предпринимать, то есть стараться выводить на уровень, как в любых системах, под как законодательное поле и так далее. Но дело в том, что химические элементы, они же не видны, и доказать, что человек там использовал против кого-то какой химический элемент, достаточно сложно, надо лабораторные какие-то методы использовать, достаточно, может быть, тоже сложные. Поэтому здесь, прежде всего, нужно, чтобы такая, скажем, личность с таким злым умыслом действующая не нанесла ущерб, тогда нужно контролировать буквально каждую структуру движения этой личности. То есть в первом случае, когда внешний химический элемент как бы пассивный, да, в виде химического просто элемента существует, и тогда вы контролируете всю свою личность, так скажем, да, всю свою информацию. В случае, если злоумышленник некий сам активен, тогда надо контролировать всю его информацию. И вот любое видоизменение его информации нужно учитывать. И учитывать, что это видоизменение может быть направлено, например, для того, чтобы этот химический какой-то токсин внести там, в череп организм. Поэтому здесь, когда мы рассматриваем там, некое пятно с химикатами в Амуре, мы должны рассмотреть, что вот эти элементы мышления возможны формирование этого же письма. Если так вот на уровне действия, предположим, да, рассмотреть, может быть, здесь как бы само вот это вот действие по формированию этого пятна, оно, конечно, имеет более такие расширенные какие-то сроки, там, причины, но вот именно формирование пятна, где есть элемент все-таки внешнего признака в коллективном сознании, где это делалось специально. И вот, как я сказал, если вот, например, мы возьмем лист бумаги, например, да, и рассмотрим такую конструкцию, там, предположим, чисто умозрительно, если формирование этого пятна, например, в письменном виде вот расписать, то есть вот пятно, вот взять там восьмерки расписать какие-то, пересекающиеся, посмотреть импульсы от них, посмотреть, какая система конфигурации восьмерок в пространстве, да, например, там в стереометрическом варианте уменьшает это пятно, то можно, в принципе, вот видеть, значит, с точки зрения письменного подхода, что-то если написать на бумаге, как формируется пятно, если мысленно не писать, а работать просто мысленно, тогда получается, что как тогда идет работа? Как правило, если нам что-то писать, это все равно есть некая там утеря времени, лучше больше работать на уровне мыслеформ, то есть работать через структуру управления через мысль, потому что любая задержка управления – это сразу фиксация внешней системы вашей статики. Как я сказал, в случае, если мы рассматриваем, в общем-то, всю совокупность, да, получается, событий по отношению к загрязнению, то, получается, мы можем рассмотреть во фракциях коллективного сознания, что возможен, в том числе и злой умысел был ранее, да, и вот это последствие, которое сформировало в коллективном сознании именно этот участок. Дальше, значит, я показываю методологию, каким образом нужно это учитывать. Например, как раз у меня вот в прогностике на 8-м неочередном съезде партии «Друг» была задача именно противодействия химическому воздействию по региону как раз. И здесь вот метод, он был как проекционный, то есть можно использовать методы не конкретно работая там в данной местности, плоскости, а можно проективным вариантом перенести проекцию в другое место и спокойно проработать. И здесь вот важно выявлять, какая фаза коллективного сознания больше задействована. То есть нейтральные вещества, но вредные, да, где работает система, вещество, система человек. Некие инициаторы, такие пассивные, которые по неосторожности допустили или по непрофессионализму аварию. И фаза, присутствующая в коллективном сознании, где это делалось специально. Например, там, при изобретении химического оружия. Или люди, которые это делают для того, чтобы там, воздействовать на других людей. Значит, тогда получается, что мы выявляем все возможные контуры
в этой фазе и начинаем блок за блоком фактически как бы изымать из этого сконструированного уровня в коллективном сознании. И мы начинаем уже видеть, как только мы уменьшаем на один даже такой блок, так скажем, уже концентрация уменьшается. Это можно четко увидеть там на уровне управления, то есть нужно видеть все причинно-следственные системы, включая, как сказал, заинтересованность там неких даже нейтральных лиц, которые, может быть, и, так скажем, на уровне логики достаточно все спокойно, но вот на уровне там их действий, может быть, они могут иметь какой-то интерес. То есть вот нужно всем дать позитивные события, чтобы у них не было интереса в загрязненности. То есть объяснить, что на уровне расформирования этих элементов все же работают на уровне жизни на Земле, и поэтому для жизни на Земле не нужно создавать вредных каких-либо веществ. Поэтому получается, что здесь очень важно выявить, что мы имеем фактически, следующую, так скажем, систему управления, что выявляя одну фазу за другой, важно выявить, что часто вот именно элементом ухудшающим, ускоряющим вредные свойства системы является то, что в информации существует именно вот это вот вредное воздействие на других людей через химические, в том числе, системы, если это, например, просто террор. То есть террорист решил специально использовать средства такого характера. Тогда получается, что в свойствах террориста все равно заложена система доведения этого вещества, изготовления и так далее. То есть нужно просмотреть с точки зрения антитеррора все возможные аспекты вот именно развития, так скажем, вот этого управления. То есть надо постараться понять все возможные мотивы таких лиц. С одной стороны, может быть, мотив он и не нужен, может совершенно быть разный, но с другой стороны, есть такая практика, что можно взять и осознать все возможные мотивы этих лиц. И тогда получается, что система вашего действия, то есть система, например, оздоровления, восстановления здоровья, она будет выглядеть как система правильной реакции. Вот правильная, точная реакция – это практически, в общем-то, достаточно хороший уровень управления. И получается, что если мы, например, если мы этот уровень управления вводим как способ реакции человека, предположим, то получается, ваша реакция должна быть совершенно однозначна. То есть, например, вы работаете как система системы, но при этом вся внешняя информация, она полна. Предположим, как человек работает с личностью. Да? Личность – это абсолютная система управления, то есть там есть все системы связи, в другой личности, но личность изначально гармонична. И вот выведение структуры ситуационной, предположим, произошло событие, например, возник какой-то слив химических реагентов в Амур. Но с точки зрения личностных факторов, если это случайная величина, то работа с другой системой, проявленная как работа, например, тоже с полностью правильной системой, как, например, система, которая, возможно, по свойствам так взаимодействует с личностью, что другая система личность никак в более вредный, вариант не ведет. Вот здесь надо открыть систему полностью, так скажем, да? Есть взаимодействие личность с личностью, например, позитивное взаимодействие, а есть взаимодействие, где в другой системе, например, существует элемент коллективного сознания, что личность может работать активно против. И тогда получается, что вот здесь надо все-таки проработать все, что в этом плане было, проработать в том числе всю историю информации и исключить эти системы управления. Например, как вообще исключить, чтобы с точки зрения террора не произошло террористического акта, да, в каком-то месте. Если хоть где-то есть информация о том, что как-то было применено какое-то оружие, то получается это может отработать именно эта информация. И здесь получается, что мы должны тогда взять и заблокировать, исключить всю информацию применения оружия. То есть здесь получается, что все равно именно действия по исключению
самого механизма, что ли, действия, это часто предметное действие. И часто оно вообще необходимо, то есть умение исключить такой фактор, там, например, там, чтобы оружие стреляло, нужно нажимать на курок. Если не нажимать, то оно считает, что не стреляет, например. То есть, значит, отжим курка заблокировать и так далее. То есть, как бы, работать просто по логической схеме часто приходится. И тогда получается, что вот с точки зрения вот этих микроэлементов, также очень важно рассматривать работу по логической схеме, значит, тех систем, которые этот элемент окружают. Вот, например, двигается пятно загрязнения вдоль каких-то берегов, но ведь вдоль берегов тоже есть химический элемент. И нужно суметь еще, можно сделать так, протянуть связи с этих элементов по уровням тоже неких таких, так скажем, противодействующих систем, то есть взять элемент там кремния, предположим, да, вывести через кристаллическую систему вибрационный уровень, это кремний, ну, нейтральный там для человека элемент, не опасный. То есть, и сделать так, чтобы работала система, также приостанавливая, например, там, движение вот этого загрязненного участка. То есть использование элементов местности, использование внутренних, там, так скажем, систем связи, где вы можете практически, например, там, сделать так, что ввести импульс управления в какой-то кристалл на берегу, зафиксировать этот участок, а дальше при движении, например, уже пятна, так скажем, дальше этого загрязненного, работает уже конкретно участок на берегу Амура. И получается, что вот здесь вот важно такие участки выделить и запомнить их места на уровне информации, или там физически, если вы это место знаете. И дальше идет работа не только ваша, например, да, не только тех людей, которые работают в этом управлении, а работают еще участки внешней среды по отношению к объекту опасному, да, для здоровья человека. И, кстати, это достаточно удобная система, можно ставить некие световые фильтры, проходя которые резко падает уже концентрация. И, между прочим, вот экспериментальным путем делались такие работы на речках. То есть, если ставились фильтры, существенно снижалась там активность опасных веществ, вплоть до нейтральных, там уже на более отдаленном течении русла. Поэтому получается, что если мы завязываем такие фильтры на уровне информации и ставим их конкретно по руслу, то они работают как система очистки воды. Их можно, как я сказал, завязывать оптически за элементы берега, а можно просто ставить в виде оптических систем и смотреть, что при, значит, протекании воды через это место идет рассеивание, например, там, вредных веществ. То есть это такой прямой механистический метод работы в управлении, но часто бывает эффективным. При определенной практике он дает практически полную нейтрализацию химических веществ. Там важна только концентрация именно коллективного сознания. И здесь, в общем-то, опять коллективное сознание отрабатывает таким образом, что есть люди, которые пассивно помогают, конечно, но они, например, не знают, что можно влиять через сознание на какой-то участок там, внешней реальности. И поэтому, когда нет активной фазы, то получается их сознание, ну, работает, может быть, там отчасти только, да. Если человек знает, или там объединилась группа людей, я вот советую даже брать какие-то участки и прямо их прорабатывать. И тогда уже, конечно, несопоставимо более мощное идет управление, что поставленные, например, там, умозрительные ну, какие-то фильтры, они превращаются уже в систему реального управления материей, и, в общем-то, тогда уже, кстати, когда уже можно даже прямо по течению реки замерить, там, провести работу, через полчаса там, замерить, где могло быть, ну, именно вот это загрязнение, которое было полчаса раньше, где произошла работа, можно путем таких опытов даже видеть, насколько уменьшается концентрация, или она доводится, например, до нормы и так далее, уже конкретно в момент концентрации. То есть надо стараться обязательно ставить только один вопрос, что вещество, которое идет, оно должно быть нейтральным уже при приходе, например, к Хабаровску, не должно вызвать, например, там, ухудшение здоровья у людей и так далее. И хотя существует микромиграция, то есть перед пятном все равно есть рассеянная фаза
который сейчас может, например, да, в микродозах все равно влиять там, как бы негативно. Поэтому следует рассмотреть вообще весь период таких связей, что есть некая проблема, там загрязнение возникло, в этот момент надо строить сразу систему противодействия. То есть сначала вводится управление, что само событие не происходит, то есть минимизируется все-таки событие, это управление все равно нужно проделать, управление прошлым. Затем сразу же с момента возникновения проблемы делается еще один уровень управления, это уже из области универсального управления, что пятно разрастается, там, например, с меньшей скоростью или оно быстрее, значит, переходит в нейтральную фазу. А дальше уже работаете локально по всем тем характеристикам, о которых я сказал. То есть необходимо еще дальше, когда вы работаете, вот я сейчас специально показал, что, например, при полном там пакете управления, который справляется с задачей, вы можете дальше находить еще следующие элементы. Ну, предположим, как вот установка неких там фильтров на уровне информации, фильтрующих какие-то вот именно конкретные участки, которые можно даже потом проверить, например, да. И в принципе, я думаю, что здесь задача только лишь в количестве людей, которые вот работают по данной области. И в связи с этим можно рассмотреть еще один элемент, совершенно практически, как метод. Это метод использования внутренних кристаллов льда. То есть можно таким образом конфигурировать свет внутри льда, специально выбирая маршрут света, чтобы происходило очищение от вредных примесей воды, аммора. Тоже один из методов. Еще один метод – это использование отражения информации воздуха на контакте с водой. То есть воздух – это одна среда, естественно, там физически разные процессы, значит, происходят, да, значит, но на уровне информации по противодействию вредным веществам это может быть однотипная среда. И вода, и воздух могут отторгать химически вредные системы, и поэтому следующий метод, он основан на принципах одновременности противодействия разных систем, например, растений, воды, воздуха. И здесь вот строится, если это вода и воздух, то строится по поверхности воды ряд, так скажем, пластинок, которые обладают отражающим свет действием. То есть представляется так, что вы положили несколько таких там, серебристо-белых пластинок, и солнечный свет от них отражается. Не обязательно, чтобы было солнце, можно это представить. И вот из отраженного участка солнца, то есть луч, который отразился в сторону солнца, но он отразился как бы под углом, это не тот же самый луч, да, он не идет внутри там луча, который пришел от солнца. И вот идущий луч, из него можно ставить прямо конкретно на физические элементы вредных веществ некие как бы стопорящие системы оптические. Это следующий элемент управления. Значит, здесь смысл такой, что воздух, соприкасаясь с водой, образовывает систему визуализации. То есть, например, воздух работает в данном случае просто как параметр разграничения воды, как система отражения, например, да, солнечного луча. Следующий элемент, он такой, что берется, например, лист растения, мысленно представляется, и рассматривается движение воды, ну, значит, где-то в капиллярах, да, в самом листе, значит, где-то в структуре ткани листа. И ставится такая модель управления. С точки зрения доступа, например, вредного вещества в этот участок листа существует много систем различных, да, и вот нужно просто взять и как бы заблокировать систему доступа в этот лист вредного вещества, а дальше перенести эту систему в виде сферы информации и эту систему перенести прямо конкретно на тот участок воды, который вы хотите почистить. То есть сначала находите путь защиты растений, и потом этот фактический элемент переводите в воду.
Следующий метод такой, что вы должны рассмотреть структуру управления, когда в момент действия управления от вас вы можете свой импульс, который, например, идет в виде импульса света или импульса мышления, рассмотреть, как он взаимодействует с другими людьми, то есть у каждого человека есть оптическая фаза управления, и та часть задачи, которая общая, например, сопротивление, скажем так, вредному химическому элементу, эта часть задач как общая выделяется в информацию и переводится опять в участок, где нужно противодействовать. При этом человеку, у которого эта информация такая же, а сейчас, например, в Хабаровске все люди имеют такую информацию сопротивления, то нужно послать предложение отследить действие своего уровня сознания, где вы показываете путь, фактически, что вы рассмотрели этот участок. А дальше тот человек, который воспринял импульс, он может либо двигать свой элемент, либо не двигать. Но наращивание опыта в этом случае идет очень большое, потому что если даже часть людей начнут работать активно, то практически даже уже в дальнейшем там не может быть такого типа аварий. То есть отодвигается будущий спектр событий за структуру бесконечного плана развития. И вот для бесконечного уровня развития, для бесконечной жизни человека, он должен всегда гарантировать, независимо от того, что происходит вокруг него, то, что он не будет поражен реально какой-либо вредной системой. Поэтому получается, что вот здесь важно увидеть еще следующий личностный план управления, где вы должны строить управление по такому принципу, как делает Бог с точки зрения массированного количества процессов, происходящих вокруг. Организацию, например, любого элемента он, получается, делает с точки зрения и внешнего действия, с точки зрения того, как элемент проявится. То есть, если в химическом элементе рассмотреть элемент организации, то есть, что из себя представляет сам элемент, зафиксировать внимание, а затем рассмотреть, как он вообще развивается, то есть, две точки зафиксировать, он тоже становится уже, если при хорошем взгляде, с нужной точки, он становится вообще невредным. То есть при большом опыте можно довести до нормы просто точку зрения, откуда смотреть в вашем случае. То есть как вывести свет начала и развитие процесса. Потому что с точки зрения развития все элементы мира созданы Богом не опасными для людей. Из изначальной идеи управления от Бога. Получается, что здесь важно увидеть систему тех связей, которые и обеспечивают этот постулат развития. И следующий метод, нужно смотреть бесконечно вдаль, в горизонт. Любая система, происходящая в жизни, должна приводить к тому, что человек должен черпать какой-то опыт с точки зрения бесконечного развития. И бесконечная система в данном случае дает именно этот вариант, хотя основная задача не допустить каких-то негативных систем, тем не менее все время увеличивать статус личной, например, бесконечности развития. Именно личной вечности, так скажем. И здесь такая технология. Вы смотрите вперед своим бесконечным взглядом, то есть он виден как оптическое такое, полотно, которое кладется на лед или на воду. И элемент, который отражается из воды, нужно представить, что вместо пара, вместо света поднимает сам химический элемент. Тогда при поднятии и отражении на бесконечном уровне, это же, все-таки он же конечный элемент какой-то, а у вас взор бесконечный. И получается, он нормируется до уровня бесконечности, то есть доходит до нормы. Значит, смысл управления, что стоит только довести свой взор до бесконечного уровня, так и вы сразу же получаете то, что не вредная вода, например. Следующий уровень управления – это умение использовать любое движение в плане отражения вредных каких-то следствий. То есть нужно связать любое движение, любое мышление свое или другого человека с системой противодействия каким-либо вредным параметрам, вообще любым, если это террор или, например, чтобы не было заболеваний и так далее. И смотреть периодически, какие точки за это отвечают. Например, есть движение руки, посмотреть движение между двумя соседними пальцами и смотреть, что есть норма, какая точка пространства времени есть норма, где находится эта точка, которая гарантирует, что человек здоров. Туда входит защита от любых видов воздействий, просто норма развития.
То есть умение связать некое движение, некое действие с нормой. И норму обеспечить путем концентрации в этом участке. Находиться такие участки совершенно несложно. Можно по известным там методикам их взять, моим, например, а можно сделать так, чтобы найти их точки за счет визуализации просто. Значит, следующий метод по дезинтоксикации, так скажем, в большей степени он так можно его рассмотреть. Это процесс следующий. Вы можете рассмотреть контакт, например, с внешней средой, предположим, там, с ветром, как систему контакта с позитивной информацией. То есть ветер приносит, воздух просто приносит позитивную для вас информацию. Выделите позитивную информацию для себя просто в участках внешней среды, там, в воздухе. То есть и возьмите эти участки, зафиксируйте и как бы даже там ближе к себе, остановите их возле себя. И вот отделение негативной фазы сразу покажет инструмент, каким образом влиять на химический элемент, предположим, чтобы он не был вредным. Вот негативная фаза начинает медленно отделяться. На информации это видно, это очень хороший практический уровень управления. В условиях именно вечного развития человек должен уметь видеть, как пользоваться любой ситуацией, чтобы жизнь была вечной. И вот здесь вот выделение именно подструктурных систем, такого, в общем-то, любого класса управления и создает уровень, ну, фактически нормы в тот момент, когда здесь, собственно говоря, вы участвуете как личность, которая вот выбирает там какой-то один элемент управления и внедряет там следующий элемент и внедряет. Поэтому я думаю, что здесь ситуация такая, что важно прежде всего, ну, на уровне контроля, что ли, за информацией, вот принцип вечного развития, принцип вечности любого человека реализовывать как практику. То есть, что бы там ни происходило в жизни, нам нужно уметь, ну, во-первых, понятно, нейтрализовывать, да, значит, какое-то радикально вредное действие, минимизировать, доводить до уровня нормы, и при этом, приобретая опыт, считать, что данный опыт, может быть, он нигде уже не пригодится именно там, по химическим каким-то проблемам, просто может не быть никаких такого типа проблем. Но, тем не менее, опыт дает возможность показывать в управлении, что, во-первых, все-таки нужно исключать негативный уровень всегда, максимально, насколько возможно. Второе, что опыт именно вечного развития, он все-таки обладает несколько иными характеристиками, потому что там задачи часто более расширенные или более углубленные, ну, звучат как иногда вообще задачи другого типа. И в передаче управления по вечному развитию любой ситуации негативного смысла необходимо преодолевать, конечно, лично, но лучше коллективно по возможности. И вот передавать знания, я считаю, целесообразно, ну, тоже более активно, когда вот какие-то конкретные ситуации, чтобы быстрее людей защитить, как можно больше знаний, конечно, лучше передать, чтобы люди успокоились, в спокойном состоянии, там все решается быстрее в управлении. Хотя, с другой стороны, часто и в эмоциональном состоянии человек быстро все решает, но вот именно баланс нормы с целью гармоничного развития – это тоже элемент вечного развития. И вот нормирование из этой идеологии тоже необходимо. То есть все-таки нужно выходить на гармоничную линию развития, потому что ведь часто управление такой процесс, что достаточно одного импульса и все нормируется. То есть часто не всегда проблемы являются какими-то очень уж серьезными, но просто нужно уметь их встретить так, чтобы они не нанесли какого-то реального вреда. Вот и все. Поэтому я считаю, что вот применение разных технологий, которые я сейчас дал в виде неких практик и одновременно тех теоретических выкладок, которые связаны именно с практическими действиями, я думаю, здесь должно идти именно в направлении вечного развития человека в любой ситуации. Как сказал, в первую очередь, конечно, не допускать по возможности максимально, но и дальше уже не дать возможности развиться какой-то именно негативной информации, которая бы именно выглядела как информация в первую очередь. И вот на уровне информации свернуть процесс. А дальше уже практически обязательно довести до того, чтобы свернуть процесс на уровне материальных систем. И, ну, кстати, вот можно даже посмотреть по практике управления
что как только коллегиальное управление будет наращиваться, например, вот те, кто присутствует в зале, работать буквально там по 8 минут с 22:00 до 22:08, именно по этой задаче, непрерывно, то можно на уровне информации уже видеть, насколько падает концентрация, да, вредных веществ, а можно, в принципе, лабораторным образом замерять, сопоставляя вот буквально там в интервале этих 8 минут. То есть можно практически эту ситуацию отработать и посмотреть, насколько там эффективнее работать тем или иным способом, насколько эффективно работает система управления через коллективное сознание, там, через ваше личное сознание и так далее. Я думаю, что в выборе вот методов управления постарайтесь сделать выборку, может быть, более такую конкретную по данной ситуации и посмотреть, что для вас лучше. То есть сделать, может быть, некий такой план небольшой, расписать, какой метод вообще, как выглядит вот в такой, ну, в сокращенной, может быть, форме. И постараться сделать так, чтобы это у вас был как механизм применения, так скажем. Чисто практический лист, там, или несколько листов, которые бы вы могли использовать в ситуации, когда, ну, есть вот информация негативного толка, там не обязательно только химическое какое-то поражение, возможно, а вообще вот с точки зрения там преодоления террора, с точки зрения там препятствования каким-то возможным заболеваниям, не допустить проблему со здоровьем ни у себя, ни у других людей. То есть вот какой-то тип конкретных методик, я вообще рекомендую их именно в формальном виде. Может быть, это будет не так много, там буквально несколько методик, но вот иметь на тот случай, когда вам нужно применять управление, может быть, достаточно долго, да, например, пока вот это нейтрализуется эта ситуация, предположим, по возможному воздействию химических элементов, придется, например, там постоянно применять управление, пока эта ситуация не нейтрализуется, да, то есть получается до нейтрализации все-таки придется работать, и вот я думаю, что можно даже выработать систему по методикам, когда там на какое-то одно время используется одна система методик, на там, второе время там следующее, и вот стараться подходить более динамично. Основное, конечно, выработать с точки зрения вечного развития именно прогностическую фазу, точно знать, что в будущем вы не подвержены какому-то воздействию. Кстати, вот сегодняшний семинар, он дает возможность это место найти в информации. Там, в принципе, там достаточно 2-3 практики, и вы увидите, что это не так сложно. То есть надо стараться видеть простоту управления, потому что я в управлении стараюсь давать часто фундаментальные корни взаимосвязи по возможности. И поэтому это может быть прочитано, например, один раз, а сама методика уже работает как метод, не обязательно все время там фундаментальную часть просматривать. Поэтому вот я рекомендую вот сами методы сделать просто практическим, там, практичным инструментом, который обеспечивает именно реальное вечное развитие там, не только у вас, любого другого человека. То есть умение еще и передать другим. Пусть это может быть связано с каким-то там уровнем времени, так скажем, хотя я не думаю, что это сложно, вопрос только времени. Тем не менее, вот стараться расширять такое управление, тогда, в принципе, каких-то реальных проблем не будет. И с точки зрения вечного развития будет реализована основная концепция, что это может делать сам человек. В чем, кстати, каждый может и убедиться. На этом я сегодняшний семинар заканчиваю. Спасибо большое за внимание.